втянусь и буду тратить только еще больше. Где один контроллер, там и 13. If you want to donate, you can find the links below the stream or in chat by typing !donate. I also want to give a quick shout out to our sponsors, Twitch and ViewSonic. Thank you very much for sponsoring this event. Вот начинаем новую игру. Yes, friends, Нас тут спрашивают, какой Metal Gear Solid мы больше всего любим. Пишите в чате, какой вы Metal Gear Solid больше всего любите. Конечно же, этот. Лучше МГС. По идее, должны будем выбрать второй МГС, как лучший МГС, чтобы получить костюмы этого Райдена, который будем использовать. Второй МГС объективно лучше отполирован. Там все хорошо работает. Вот в третьем бывает очень странные моменты. Когда там замечают из какой-нибудь задницы и оказываешься, попадаешь в просак. Во втором такого нет, там все очень круто работает, там приятно играть. Дремучий Ю. No worries at all. I couldn't think of two better people to Мы have with me. скипаем So yeah, it's the normal European Extreme run, but we got to get all the collectibles as well. звонки по A коду. common question to get asked is, do you get the croc cap? And the answer is no. It's only the camouflages and face paints that you see as a pickup, as an item that you pick up that goes inside of the menu. So the Infinity face paint doesn't count either. No stealth camouflage. Optimally, we will get the Infinity face paint at the end of this run because we are going to try for a То, что один из Foxhound rank. популярных вопросов, говорит, которые люди ему задают в чатике, это типа, собираем ли мы шапку крокодила? И ответ нет, потому что это не маска, это не камуфляж и не каска для лица. Мы как бы пытаемся, по сути, получить две ачивки, которые в игре есть, это фашиониста и какая-то там. Что заливают за это. Играем на максимальной сложности на European Extreme. Вот. Сначала игра начинается, когда нас посылают спасти ученого в Целиноярск, или Горск, или Целиноярск, да. Вот. Ну, обычные русские. Обычный русский город, да. Да, посреди ничего. Русских джунглей. С крокодилами, да. Дремучий север, вот это вот все. Ну, как бы люди, которые живут в России, они Он, кстати, прикольно обузит, короче, автоприцеливание. Он там, типа, нажимает несколько кнопок сразу, ну, какой-то определенной последовательности. Это приводит к тому, что прицеливание будет прям в лицо врага. Он сначала, типа, целится просто во врага, потому что, как бы, когда ты не целишься, а просто так снейком немножко наводит, а потом, как бы, в прицел переходит, снимает прицел. Да. Короче, это очень позволяет легко стрелять, потому что прицеливание это вот порт с PS2, и игра, короче, очень большой шаг делает, когда мы стиком целимся. Поэтому порой вот двигаешь стиком, и голова, она такая вправо-влево, не можешь прицелиться никак. И тут есть такая техника для более близкого боя. Это когда мы просто стреляем в любую часть тела, а потом перекатываемся во врага. Перекат — это, короче, вот атака, которая наносит другой вид урона. Но, короче, если мы перекатываемся во врага, у которого дротик, то он почему-то усыпляется быстрее. А как камбука из двух видов урона. Вы там, парни, перед дверью, мы просто перекатились. Ну да, типа, потому что мы сразу в дверь забегаем. Да, потому что European Extreme, он нас сразу этот стейдж. Да. Для получения последнего костюма, этого костюма, то есть смокинга, надо либо пройти игру на Foxhound, то самый высокий ранг, то есть там не быть замеченным,
никогда не использовать continue, еще куча всяких ограничений, там количество хилок и так далее использовано. Дофига вообще ранков всяких в МГСах. Ну, я думаю, кстати, можно предъявить залить на Фоксхаунд. Но я заливал, я убрал, потому что, по идее, нам надо Фоксхаунд для камуфляжей. То есть, по сути, его зафейлить как бы очень сложно. Не, я думаю, короче, он зафейлит, потому что на Ну, МГС ранок постоянно фейлит, короче, самый высокий ранг. Ну вот и посмотрим, что будет. Всяких ставок. Вот. Нас предает наш наставник, кидает нас в реку, но мы выживаем, вытаскиваем из себя кучу пуль, всякие порезы зашиваем, когда нас учит нас системе. Здесь вообще дофига всяких систем, которые в спидране почти не используются. Системе зашивания есть разные типы порезы, всякие ушибы и так далее, и они лечатся разными препаратами, которые надо собирать противников, там, в ящиках и так далее. This is where we're going to start picking up camos, and they come quite fast. We've got one room with guards, and then we're going to have to pick up quite a few. Вот, и теперь... I try and remember them. That's a big part of this run, is actually remembering to pick up the camos. When you've done like European Extreme normally for so long, you can just default to the normal strategies. But this room's quite complicated, so I have to roll at a specific point in order to make the guard notice. То, что можете заметить, что у нас сверху две полоски, это наша ХП и стамина. Стамина где-то к середине рана полностью в ноль уйдет, потому что по рану мы должны, ну, по игре вообще, есть механики, что вы можете ловить животных, там, всяких бабочек, крокодилов, кроликов, всякую хрень, и вести ее, короче. Змей, там, лягушек, вот, и они дают разные эффекты. Yeah, I'm actually going to do something a little bit for marathon safety in this room. So I need to pick up a camo. Oh, I'm a little bit close to that guard. Yeah, I'm getting caught. Wow. 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 Да, у него там две игрушки пацанов мы сейчас будем вырубать, потому что иначе они нас заметят. Не спалили его каким-то чудесным образом, потому что он немножко заметил. Ой-ой-ой, что произошло? Да, можно было не делать предикшн. So I'm taking out these guards here because eventually they will turn and face where I'm picking up the camo. So I'm trying to get the raindrop camo, and that's on that ledge underneath. Почему парней перед мостом вырубаем это? Потому что они нас заметят, иначе на той стороне моста. Такое вот у них хорошее зрение. Но в этой игре очень кривое зрение врагов. Здесь много абузов всяких стелса, конечно. Прям вообще. Стелс в МГСах хороший, но со своими косяками, конечно. Надо перезапустить немного трансляцию. Плохо пошло. Убираем первую краску и маску. Чуть опять не упал. Да, вот, вернулся 1008. Странно, почему-то у ESA пропадают параметры иногда. Да, сколько времени? 8, 12, 13. Вот, буду в прошлом. Не страшно. Не страшно, да. Ты будешь мне спойлерить, но я переживу. По-моему, главное, что стрим с тобой. Там игра лагает или у меня стрим? А я вот не уверен. Он говорил что-то про фреймдроп, так что, наверное, игра. Ну, опять возвращаемся в локацию. Да. Бэктрекинга, полные штаны. Metal Gear как-никак. Хватаем коробочку. Да, сейчас мы как бы сюда возвращаемся спустя неделю, потому что случилась какая ситуация по сюжету. Ой, что-то какие-то стапы идут. Да, окно разбил. А, он сразу собирает фейс-зомби.
Ну, изменился раут, потому что когда раутили это все немного иначе все это выглядело. Сейчас у нас будет драка с пацанами Оселота. Револьвер Оселота, конечно же. Вот. И по сюжету, как бы, наш ментор нас предала, сдала ядерную боеголовку Волгину, местный главзлодей. Злой русский с электричеством в руках, потому что, конечно. Вот. И теперь, чтобы предотвратить, и поскольку она бывший американский типа спецагент, мы должны предотвратить, как бы пойти и убить ее, чтобы доказать, что мы не... Мы заботимся о мире между странами, то все 5-10. Сами должны разобраться за неделю, иначе на нас там, на штатам войну объявит Советский Союз, короче. Такое там. Здесь что-то типа 8 солдат, и нам надо их всех вырубить. По-моему, 10. Да, может 10, я не смотрел. Да, короче, мы идем навстречу с шпионом Адамом. Евой, да. Адамом. Мы идем на встречу с Адамом, приходит Ева, да. На самом деле Адам приходит, но это Ева. Да. Все верно. Шифровалась. Двойной агент, типа, работает одновременно. И там, и сям. Ну да, Ева, короче, выдает себя. У нее выдающее качество есть просто. На самом деле, Оцелот это и есть Адам. Сейчас нам надо подобрать костюм в воде, здесь справа будет. Главное не пропустить. Оцелот еще при встрече расстраивается. Типа, это Биг Босс? Да нет, это не Биг Босс. А я ждал Биг Босс. Я ждал босса, короче. Нет, Биг Босс. Просто босс. Но мы ему утираем нос, потому что он начинает флексить там с пистолетом, как по-ковбойски, у него пистолет в клине. Молодой, четкий. Ну, на самом деле, видите, что Снейк голодает со временем, и у него начинает уменьшаться максимальная полоска стамины. Полоска стамины в данном случае у него уменьшается, потому что к нему пьяцы присосались. Да, но убирать мы их не будем, поэтому она будет со временем... убираем. Нам нужно Ну просто сигары, короче. Я смотрел какой-то очень... Я смотрел ган, который в сабмишины кидали, а он очень старый там. Может, он тут более такие хардовые страты пошел. Или, да, может, уже просто страты изменились после. Или, может, марафонные страты какие-то собрал. Кажется, у этой игры много разных страт. Мне очень понравился цикл компании Оцелота. Он прикольный. Он видел рано там просто попроще эту толпу раскидывали. Тут видно ранее тренировка в десятке. Упал в самом начале игры в пропасть. Ну, это так. Там стенку, да, за счет этого там солдат начал обходить вокруг. Он отошел как раз вот от этого забора, через который мы сейчас перепрыгнули, и мы можем просто спокойно пробежать. Ну, мы пробежали, собака нас полила. Тут большой уровень песочницы, это просто здоровенная база, которую мы просто или не суть, кстати. Нам же надо собрать камуфляжи. Да, поэтому залезаем за ним под ящик. Да, тут большой потенциал для лута. Вот из интересных моментов, то, что тут вертолет есть, и если его сломать здесь, то его он не будет дальше. прям вообще
Прикольно проработано. Ну, мы все МГС хорошо проработаны, то есть, как бы, понимаешь, за что, вот, поиграв, понимаешь, за что, как бы, Кодзиму любят. У него, конечно, есть свои странные моменты, но, в общем, в целом, игры прям реально хорошие. Вот здесь мы делаем очень точные линии, должны пробежать, потому что начинаешь заметить. Отвлекаем их теперь один из двух солдат звонит по радио, и нам надо успеть до того, как он закончит звонить, потому что иначе нам прям в лицо выбежит бэкап. Ну, теперь слот. Кидаем спину, кидаем стан, ну и стреляем в голову, опять кидаем стан. На этой сложности у него просто дофига жизни. Очень, очень легко, визуально играя, просто потратить все патроны. И всех боссов мы хотим побеждать в стелс-виде, то есть стамину сносить, а не хп. За это будем получать дополнительные костюмы. А это часть нашей категории. Мы падаем в черную пещеру, как написано. Вот и здесь механика, что чем дольше вы в ней проведете, тем как бы лучше вы начнете видеть в темноте, ну потому что как в реальной жизни привыкаете к темноте, начинаете немножко различать, что находится вокруг вас. Ну, мы не будем ни к чему привыкать, мы двигаться очень быстро. Да, просто да, знаем, куда бежать. Там в комментаторах Major Zero. Хороший ник. Ну да. Наверное, ему там кодек колы делают. Звоним комментатору постоянно. Major. Черной пещере. How do I look? You look fabulous, mate. Много мемов, конечно, с звонками в этой игре. Да, особенно когда надеваешь шляпу крокодил и звонишь. Как мы перейдем в ОБ. Чтобы не ползти назад, а мы сюда ползем за камуфляжем. Если мы здесь упадем, то умрем. И он вот прыгает прямо в зону загрузки. Довольно простой файт, мы кидаем обычный. Так, ну какие-то неполадки. You definitely want to do that menu before the fight because it can just add just enough time to the fight to make it just a little bit wrong and mess you up. But anyway, first thing he's gonna do is throw a smoke grenade, which очень неприятный босс. Особенно на этой сложности, когда у него очень много здоровья. 4 headshots. Делаем мы 4 хедшота. Снимаем щиты гранатами. Super clean phase 1. Now, phase 2 is just like the ending of phase 1. He throws another grenade to take down the Hornet shield. На ГДК была эта же категория? Там, по-моему, другая категория была. Да, другая. It's like his bottom of his nose to his chin sort of area. And it's really easy to miss, and he also likes to move his head around a lot on you, so that was a really clean pain. That's really good, especially considering the borked menu at the beginning. Забираем камуфляж с босса, вот когда мы не летаем, ломаем боссу лицо, мы получаем камуфляж с него. Собственно, это вот главная цель этой категории. Валить всех боссов нелетально. И да, все равно взрываются потом, но это уже сюжетные моменты. Это такая мораль Power Рейнджеров. Если злодей взрывается, то герой не несет за него вины. Да. Ваша смерть — это ваша ответственность. Но здесь нам надо открыть
костюм, который этот такседу. Но правда он его уже за Foxhound он его уже не получил, он с Чинока будет ловить. Вроде рандом ведь. Какие казаки там? Штаты, опять же, я говорю, я смотрел очень старый ран. Чинока это такая мифическая японская змея, которая на самом деле такая, ну это такая, короче, змея с пузом, грубо говоря, короткая змея с утолщением. Да. Змея, слизняк. Вот. У нас коричневая маска на лице, не маска, а раскраска рожи, за счет чего мы можем дышать дольше под водой. Рекас, по-моему, мы получаем за выбор MGS 3, как моя любимая игра, если я не туплю в начале. Что в начале, в зависимости от того, какую ты выберешь, типа, какой МГС твой любимый, ты получаешь различные плюшки стартовые. Собираешь МГС 2, получаешь маску Рейдена, 4000. МГС 1 не помню, что. Не уверен. Коричневая маска позволяет маскироваться в коричневом фильтре. Здесь появляется энд ненадолго. Технически его здесь можно убить, если у вас есть снайперка. Вот. Мы убиваем врагов бочками, но их убили бочки, а не мы, поэтому это не считается как убийство. Мы их убили. Убили бочки, но бочки убивать можно. I love the strats here. You bump into this guard, roll up the stairs, put the box on, roll into this guard as well, roll up, you get that huge hitbox of Snake, take advantage of that. Roll into this guard as well, bump into him, put the box back on, and you're out of here. He made it look very easy, but this is one of the strats that runners pick up when they first start running Euro Extreme. It took me a little bit but Apache easy. Этого создателя шагохода, короче. Ну, мы вообще, по-моему, искали Соколова, но мы находим его Гранина. Найдем, да. Он рассказывает много интересных вещей. Хотя, в принципе, в ране это все скипнется. Но, короче, Снейк приходит к мужику, тот говорит, что вот, Соколов украл у него всю работу, а Снейк говорит ему, хорошие ботинки. И тот отвечает, спасибо. Такой вот диалог. А потом он ему еще сливает разработки с такие дела. Шагоход, который... Нет, шагоход это разработка Соколова. Но она типа несовершенна. Совершенно та штука, которая будет ходить на двух ногах, которые носят, как вот ноги, которые могли бы носить хорошие ботинки. Здесь мы сейчас пойдем получать камуфляж, который в вентиляции валяется, но потом через вентиляцию ползти долго, поэтому мы из нее выползем. Типа, в здании лаборатории можно проиграть несколькими способами, и у нас уже есть, нам Ева дала костюм ученого, за счет чего мы как бы должны зайти потом туда и как бы бегать в костюме, просто пытаться найти инфу. Ну, это такой социальный стелс. Да, даже Хитману повеяло. Тут есть еще всякие девайсы для социального стелса. Типа там газ. It's also really important that he takes the face paint off there, because if he doesn't, кстати, мы тут можем, если мы попадемся на глаза стража, в этой форме они типа скажут, а ты куда побежал? И типа если очень близко пройдем к ним, да. Да. Но это долго, мы, наверное, своими ногами наберемся.
But the scientists will know that I'm not one of the Ну, scientists. кстати, So the way we get around that is by we can ученые это use the могут box. нас детектить, Scientists for some поэтому reason will never alert to the box, but guards will. нам надо аккуратно That's the пробежать. rules of the lab, and that's what we've got to stick to. Мы, по-моему, коров So I'm actually going upstairs here because I want to get the или fly еще camo. что-то. Ну, короче, мы Fly ими camo is kind of заманипулируем, a funny one. It's covered чтобы они in на like нас не what смотрели. can only be described as like poo emojis. Да, ученые вообще не реагируют. На нашу коробку так они запрограммированы. Солдаты реагируют. Но при этом ученые знают, что мы не ученые, а солдатам пофиг. Просто казуально ломаем руками, ногами дверь сортира, потому что там спрятан камуфляж. Я тоже так делаю, если я чувствую, что в туалете спрятан Очень надо. камуфляж. Просто бежишь такой, открой. Мне очень надо. Очень надо, там мой камуфляж. Там точно камуфляж. Коричневый, мой коричневый, моя коричневая маска. А мы просто толкаем ученого. Чтобы он не среагировал на нас. Да, он среагирует, но мы уже убежали. Но мы уже, да, в катсцене. Сейчас солдат уйдет из комнаты, и мы просто выбежим. Коробочка. А нет, не уйдет, но... Окей. Важно просто, чтобы нас не заметил солдат. Подбираем сигарету, которая усыпляющая. Они очень жесткие. Просто подбегаем, прогам, нажимаем кнопку, и враги усыпляются мгновенно. Now I'm going to go back to I need brown again because I'm going to do a large swim, and I'm going to take the animals as well. And here is where I want to menu my cigar gas spray and take the grenade off. Будем опять плавать, поэтому опять надеваем коричневый. Generally, when you do a menu, you want to do as much as you possibly can. Every time you go in and out of the pause menu, it takes about 7 seconds. So we like to do all our menus together where possible. Кстати, мы движемся к бусфайту. Да, к фиру. Yeah, jump in, my friend. MGS 3 очень хороша своими бусфайтами, они интересные. Данный бусфайт — это такая отсылка к фильму «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. Тут еще даже недалеко можно обнаружить прибор ночного видения, и нам противостоит невидимый противник. Короче, просто кино. Кино. Дима любит кино. Постоянно постит в киношках каких-то. Он нанимает кучу актеров, снимает Death Stranding. Такие люди, как я, говорят, что это отличная игра, а другие говорят, что это скучное говно. Ладно, съедаем эту пилюлю смерти. Самокильную пилюлю. Опа, мы его веревочкой, ловушкой убиваем. Ушатываем. Он стоит гранатой. Оглушенный. Вместо урона по хп получает урон в стамину, потому что он оглушен гранатой. И убиваем его таким образом. Warehouse 2, as far as rooms go, this is really difficult. Еще одна камбуха. So the first thing he's going to do is equip the box and rub up against this ledge, which gets the attention of a guard on the middle floor. Then he's going to roll off the stairs and land on top. Мы теперь отравлены, у нас еще пуля, но мы ничего не будем с этим делать. Самое смешное, что этот арбалетный болт, который у нас выстрелили, он, короче, останется у нас на протяжении всей игры. Не, ну там потом Не, он из нас его вынут, когда мы в тюрьму попадем, по сути. Не-не-не, по-моему, не вынут. То есть он всегда будет. Я как-то тоже не выкидывал арбалетный болт и с ним ходил. Ну, ты посмотрим. По-моему, у меня даже 3 было. Тут же еще механика, если ты не хилишь рано до конца, то у тебя расширяется бар, когда они сами затягивают. Да.
but thankfully that was actually super quick. Oh my god, I'd never seen it that quick. Очень быстро. Yeah, I worked out a way because for a while the third guard in that room can move in a number of different ways. So I just found a way to clock easily which thing he's doing. The benefit is if you prevent him from ever going onto the radio, you can swim out much more freely. Because if he gets on the radio, it's all the backup team comes, and they can see you in the water because, like, animals is not great in this area. Рандомно двигаться, иногда он может даже не начать звонить в радио, и тогда мы можем даже его не вырубать. But this is it. This is the worst face paint in the whole game. It puts it all the way back at the river, so you have to swim through it like 4 times in all camos compared to like once in a normal run. Рай говорит, что коричневый камуфляж это самый худший камуфляж в игре. Так сказать. Как будто мы нутеллу поели. Вот, и размазали ее по лицу. The absolute bonus is like just this would be so ridiculous without Brown. Like I feel like it would almost put me off doing the run in the first place because where your stamina's at if you don't eat, you would have to get out the water every few seconds to replenish your oxygen. У нас очень мало we could have a little problem in this next room. Да, но благодаря вот этой маске коричневой все краски на лицо. Who's asleep, he's next to a barrel, fortunately. So guards don't stay asleep for very long in European Extreme, which in the normal run never really matters because we never go back through rooms that often. But that guard in the middle will still be asleep. If I'm fast, I can put another trank in him before he wakes up. If not, when he stands up, he will just look towards... Oh, this is not a good position. I'm gonna do 2 for safety. Sometimes the guard will just wake up anyway. К сожалению, пришлось нам бэктречиться за этим камуфляжем. That's not the ammo I wanted it to be, but okay. Не совсем понятно, за что он там появляется. Но за что-то появляется. Возможно, за хорошие глаза. Sometimes you will just get caught by that guard, like because of how the camera angle changes as you go out. It will mess up you doing the CQC grab, and he'll like instantly alert on you. But иногда этот солдат просто вас поймает. Super weird. Sometimes guards will hear your footsteps from farther away than they normally would. It's based on like the angle that you approach. I'm not entirely sure why it happens that way. Можно брать в захват. Самая большая проблема этого момента, что игра чувствительна к нажатиям на кнопки. То есть вот квадрат, по-моему, в данном случае, и он, короче, это аналоговый квадрат DualShock. И он читает силу нажатия. И это, короче, вот если вы играете китайским падом, или вы просто сильно нажимаете, то у вас могут быть проблемы с этой игрой. В том числе, там, играя на эмуляторе, вы не можете... У меня, в принципе, были проблемы, потому что я не понимал... Я тоже. Эту механику. Это... Много кого задушил случайно. Я резался. Ну или это, да. Берешь мужика в захват, там детально проходишь, и мы выходим на босс-файт с боссом. Конец. Но это будет не конец. Это будет конец для конца. Здесь есть много веселых вещей с этим боссом. Вы можете выйти из игры здесь, зайти через 20 дней или типа того, и он умрет. От старости. Да. Потому что он как бы знаменит тем, что он хороший снайпер, и он типа может на одном месте долго лежать, но он уже очень старый. И он как бы... Если вы даже просто время на вашей Соньке промотаете вперед, то он умрет от старости. Вот, то таймим появление Энда, станем его, и теперь мы будем его мучить, чтобы получить из него камуфляж. Да, он уникален в этом плане.
Надо как бы поймать, подкрасться к нему незаметно, что называется, и он тогда в награду нам даст камуфляж. Если 3 раза его поймать, Да, можно его просто победить его. Ну и как уже было сказано, можно было его убить сильно раньше, когда его там на инвалидной коляске. И в таком случае тут будет отряд снайперов просто. Вот. Да. Ну, вообще это как бы арена, состоящая из множества локаций. И вы должны просто постоянно либо по звуку попугая, либо по свету мушки, ну, по мерцанию его прицела, что называется, находить его, и файт отлично проходит, на самом деле. Или по следам. Да, ну короче, и съесть. Что-то тут нельзя сделать. Типа в этом файте очень много вообще всяких деталей, мелочей, моментов, которые можно юзать. Это один из лучших файтов вообще. По франшизе или вообще в видеоиграх. Вообще-то лучший босс-файт будет сейчас. Варис, не жужжи. Юрий это такой себе. Или ты про лестницу? Я про лестницу. Ну, лестница это не босс-файт, она же не наносит тебе урон, она лечит твои душевные раны. Она делает Она лучше. наносит урон стамине. У нас ее нет. Тогда ладно. Варис это просто жужжа. Дребезжал. Да я не жужжу. Жужжи. Вот if real. Длина этой лестницы ровно такая, чтобы послушать начало песни. Только наши хп пиликает, потому что нас всего мало. Я, пожалуй, очередной раз не буду петь. Снейкитер, позволю профессионалам это делать. Снейка живот урчит еще от голода. Периодически. Это урчание. Он подпевает животом. And I'm going to pass you over to my friend Zonorous. All right, thank you. I think chat is enjoying the song, by the way. Yeah, I did open it. It made me smile. I Подножие maybe should have горы. read this particular donation a little bit earlier, but yeah, here we go. So we have $10 by Mockingjay saying, "Good luck on the run. Really excited to hear you sing Snake Eater on the tallest boss going. Great to see on ESA. Ну, я And говорю again, такую... always enjoyable watching you play." Представляешь, весит лампы слева We also там. got На $25 лампочку когда by поменять в этом туннеле. Floodmaster saying, "Metal Gear is one of my favorite game series. Yeah. Good luck on the run." Тут такой We also уровень с got очень интересной $40 by геометрией. Metal Glen Solid saying, Тут не то чтобы "You know your son, есть Don укрытие, Taylor? но при этом He was looking for you, сама but he земля, couldn't она find you очень... due to how great Волнистая такая. having every camo is." Вот, There's a и small party также in Discord helping him cheer you как раз вот on здесь появится as you вертолет, make который your не way появился to бы, the если мы его end. поломали The end вначале. of the game, not the Ну, Ну, boss, тут but и the end. появится, вот он появится. And we also got А если $20 мы его, by короче, там Shane сломаем, то Smith, там I реактивный Yeah, сколько Shane. да? Yeah, saying, "Apache, you're my bestie and you're killing it on MGS Активные 3. стулья, да, Feed Snake точно. though, he looks hungry," followed by 3 laughing emojis.
Yeah, Snake's not doing so well today. Но пока, кроме вот прыжка в пропасть, особых-то проблем не было, на самом деле, в этом ранге. Лучше бы ресетнул на том моменте. Там не то, чтобы много времени прошло. An idea of what we actually do now in all our speedruns when we're going for the absolute best times in this run. Будем драться с Фьюри с одним хп. We fight him with 1 health, so if I touch the fire at all, I will die. Любой огонек вообще его убьет. And you can check out Snake's hitbox right now. It's pretty big. Now, Apache had Он еще продемонстрировал хитбокс Снейка, который просто огромный. Мы в полуметре от врага перекатились и все равно его зацепили. So he's going to do something very cool to get past this area. I know I say this a lot, but this is the hardest room in the game. Райан говорит, я знаю, я говорю это часто, но это самое сложное в игре. Yeah, he's just going to reset the room. Yeah, so when you reset the room, all the guards go back to their original positions. There isn't really a safe way to do this room that's like also fast from the position of getting that camo. All the guards are in weird places in their cycles. It's also a room that's got a high rate of failure. So if I get a continuous camo, I have to do the room again and get the camo again. So it's just like... Нам еще надо было собрать костюм и потом выйти, чтобы сбросить циклы. Not good. Плохо дело. Я с ним долго не заметил. Было ли это? Скорее всего, было. It's fine, it's fine. There's a backup barrel. We got 2 barrels. Бэкап бочка. То есть он выстрелил, короче, в сторону бочки, чтобы солдат подошел к сторону. Услышал шум и подорвал ее. Backup to the backup barrel? Запасная бочка. Хорошо иметь запасную бочку. Can I mention something real quick? Sure. I just want to say for everybody in chat, by the way, Да, мы тут встречаем I got some really good Еву. audio compression going on my microphone. И So она нам if дает you want карточку, to по-моему. scream Snake Она нам into the дает microphone, then please feel free роллы, to get some of those donations in. И I will promise that I will not be killing your мы можем их съесть. Они очень вкусные. Ну да, но мы их потом есть кормим. Alright, so this is it. This is the Fury. This is 1 HP Fury. As I say, it's got a very high fail rate. This is what we have to do in runs now, just to save the time of taking the poison off, which takes like 7 or 8 seconds. So и очень хочется посмотреть, как это выглядит. Замечательная сублимированная еда. Чудо техники. It's really, really difficult, but this is what all the European extreme runners do now to get the absolute most time save in order to do the game quickly. So I just wanted to share this with you all. Alright, wish Да, ранее this is really hard. Юрий самый сложный босс. Казуально, далеко не так. Даже не довольно просто. Довольно такой просто дурацкий босс. Вот все. У нас есть коробочка. No, that's the worst one. And sometimes when you hit him and close, he gets iframes after the first shot, which last longer than you hitting him basically. So you can't just quickly hit him multiple times because he's still iframed. Не повезло то, что он айфреймы получил. Это как бы жесткая типа страта. Плюс где он приземляется, это рандомно. Oh no, I was in a good position. I had the best position, and then I thought he was gonna move, like hit me, so I moved. But yeah, we have to. Испугался, if you что do a normal European extreme run, you have to do пошатают, this, and if you и fail it, влетел you're в огонь. dead. So it's a cruel world out there. Очередной рестарт. Can you see me, please? So that's him iframing again. Звук донатов с ESA. I'm gonna have to let him go. Да, у нас от деда, короче, осталась дедовская мосинка. So I can't move here without Опять же, то, что мы его стелс сюда завалили. Он, в отличие от того, что, в отличие от других боссов, он костюм дает, если его поймать 3 раза. За стелс убийство дает
винтовку. Yes. Nice. Дедушка такой. Right at the last second. I just wanted to share the pain Винтовка это такое же оружие универсальное. На него нет глушителя, но зато оно дамажит. Оно дамажит очень больно. Если мы стреляем врагам в лицо со снайперской винтовки, в упор, это очень легко усыпляет. Ну, это очень много урона наносит. Прям вообще. Забавно, что там почти там, во втором, в третьем, в четвертом Metal Gear там есть везде какие-то дополнительные шкалы, и это всегда какие-то разные параметры. If anyone tells you the Fury is easy, don't believe them. Врываемся в Грозный град. Где кто? Соколов? Которого мы в какой-то момент спасали в начале игры. I like that guy. He puts his Ну, Соколова тоже надо достать. ahead of everything Ну, тут, в else. That's the общем-то, kind of guy. Top Secret Black Project. Шагоход расположен. И Соколов тут расположен, и вообще все те... Ева тут расположена, кто только не расположен. Ой, я бы расположил Еву. В Грозном граде. Ну, кстати, мы берем Вана, хватаем. Такая отсылочка к Райдену, которого очень не взлюбили, короче, после выхода второй части, потому что Кодзима немножко обманул свою аудиторию, показывал во всех Солида Снейка, а мы большую часть бегаем за прекрасного Дисюдена. И, короче, фанбаза немножко напряглась. Вот. И вот, типа, в ответ на их реакцию Кодзима решил посмеяться над персонажем. We're all here, we're all like huge fans of this game, and one of the benefits of this game is like there's not really any crazy tech in the game. You just kind of play it normally, you know, we always play it straight. You just play the game as well as possible. There's not any crazy glitches where you can like. А его не взлюбили после четвертого Metal Gear? После Metal Gear Rising его взлюбили просто максимально. There is a second one, it sometimes fails, but let's try it anyway. Ну ладно. Тоже такой странный персонаж, если честно. Смотри, не слышно, бокс глич вдоль стены. Очень сильно жужжишь. That's a super new glitch that's only just come around. But now is an unskippable cutscene. It's a very kind of dark part of the game where we're actually being tortured. Two people are actually going to be tortured here. It's completely unskippable. Zonorous, I'm going to turn my game down a little bit. If you want to jump in here, this would be a great time. Yeah, great. We got a few donations. Мы, короче, добираемся до Соколова в пляже. Мы замаскировались под Ивана. И тут приходит этот майор. Дай пас за жопу. Нет, буквально. За яйца. Он хватает вас за причиндалы, короче, и говорит, да мы, в общем-то, не Иван. И... Я душка Ванюшу узнаю. Да, мы попадаем в плен. Ну, так сказать, в русской армии есть такое понятие, как Daily Cook Inspection. Допустил проверку. И все. Тут, кстати, забавная деталь, что у нас черный экран, потому что сейчас там мутузят до смерти Соколова, и потом будут бить нас. А у нас, короче, черный, у нас, короче, мешок на голове. И если мы в данный момент, вот сейчас будут бить, и мы можем, короче, нажимать кнопку, чтобы мы сопротивляться урону, который нас наносит. Ну вот как бы я говорю, нас вылечило полностью после того, как нас поймали. Даже стамины докинуло. Но арбалетные болты все равно будут арбалетные болты будут все еще торчать на ноге. Может быть. Но яда не будет. Ну туда, да. We're nearly done with this torture here now.
I just want to give a quick shout out as well to Blackie, who's currently doing the Japanese restream. He's commentating in Japanese for this run. It's a good friend of mine, and also an MGS3 runner, and also Luck on the Brazil stream. And shout out to all the other restreamers as well. I'm sorry I haven't met you all, but yeah, thank you so much for doing that. All right, time to escape prison. To escape prison, everyone knows you pick up a fork, Рестримом and then you передал kick a rat привет. to death, and then spin Потому что yourself даже around in мой the чат. survival viewer. Чтобы избегать в тюрьмы время тошниться. 7, Мутимся, 10. мутимся, I'll do some extra and make крутимся, sure he мутимся. does throw up. Достаем If из you leave the себя menu and he радио, doesn't throw up, you have to маячок do the entire вилкой. thing again, all the И spins. что So I там? like to do some extra. Маячок That'll вроде, make да? Johnny enter the cell. He enters the cell a little bit faster in Japanese than English as well. 2 punches and then 3 hits with the revolver will knock Johnny out. And we also need his smoke grenades. And now we're going to use this dead rat Джонни, из-за that we того, picked что up, мы and нас also the smoke вырвало, grenades Джонни in нам order сразу to открывает escape дверь, the типа prison спрашивает, что за without getting дела. caught, hopefully. This trick's frame Собираем perfect, гранату so из bear with Джонни. me. Также мы... нас вырвало с крысой мертвой. По-моему, летучий даже. You can have all sorts of issues doing that little escape there, but То, that что looks она like мы it was okay. отвлекаем выдала противников. летучую мышь. Вообще, тут очень много способов And сбежать since из I always say тюрьмы. like this room's really hard, I just want to say Да. this room is Классика. not really hard at all. Этого мира. Еще в этой тюрьме One of the few есть rooms in the унитаз, game where есть we get to вилка, take a и chill. я не знаю, зачем я это сказал. All right, Major, talk me through this one. This room, on the other Просто hand, любитель чистоты, вот. is hard. Да. So what he's going to do is he needs to throw a smoke grenade to kind of get in the way of 2 guards here. He needs to throw it specifically so that it's in between him and the left guard, but the right guard is encompassed within the smoke grenade. Now, what some runners will do is they'll use like the position of the sun and the moon нужное to место calculate a и precise пробежим angle, как раз and then так, they'll что throw it нас like никто не they're throwing a заметит. smoke grenade into low Earth orbit or something. But all you actually need to do is aim up a little bit and just Волшебно. throw the smoke grenade overhand, and that's Очень it. точно. It's like the slightest movement up and to the left, and we used to do some crazy stuff, but yeah, we've learned the truth now. Сумасшедший сетап. That room is annoying because you don't know you failed it until you've got like. Я не знаю, там комментатор шутил про уважение Луны в небе. Что мы сетапим. Fun fact, if you mash Ну, он triangle here, шутил the на game тему will start сетапов flopping, других so некоторых just never раннеров, do типа, that. да, они там. Tone mash. Yeah, that room gave me a По lot положению of Луны, resets until Major said, you know, На look Луне, up into при the времени сосне, на года. коне. I used to like Да. look, try to line up Позе white определенной. lines at the bottom of the screen somewhere, and you just never got consistent. Такие until you said, жесткие just look up страты, into the что left. только на коне Yeah, it's работают. really worth saying that Major Zero, the commentator who's currently in the stream with me, not the character in the game, came up with a lot of ways of just making strats that were already known just much more accessible and I guess just explain them in a way that they were easier to take in. There's been a European Extreme guide for this game for a long time, but some of the information is very convoluted and it was a difficult game to get into a long time. I think for a long time it's much easier now. If you did want to pick up speedrun in this game, Major Zero has actually made a guide for the lowest difficulty, very easy, which I do recommend starting on. It's what I started with. And it's much easier to learn some of the more difficult concepts of this game on the lower difficulty and then take them up to the highest difficulty. Мог бы преследовать оцелот, но мы вытащили маяк. Это, кстати, отсылка к тому фильму We will be doing the Sorrow. We will go all the way to the end of the Sorrow. с этим мужиком из «Людей в черном». Уилл Смит? Нет, другим мужиком, который старый. Томми Ли Джонсон? Да. И этим самым, по-моему, Индиана Джонсон. Не знаю, такой фильм. Харрисон Форд. Вот. Ну там, короче, один, он типа убил, его обвиняют в том, что он убил жену, а он не убивал жену, и он убегает. И там такая погоня, и они, короче, бегут по канализации, и вот. И, короче, полицейский его настигает в самом конце, и он говорит, типа, я в тебя выстрелю. И, короче, мужик прыгает просто. I'm not really вот это отсылка на этот момент. Я даже забыл фильм. Кто в чате? Ну, вот здесь у нас идет файт Sorrow, но это как бы не совсем файт. Это просто эта секция
дольше будет, если вы убили много кого. Все, кого вы убили по раму, и кто умер, так или иначе, будут появляться. Все вот эти боссы, хоть вы их как бы не убили, они все равно появятся. Так здесь еще могут всякие козлы и так далее. Козлов убьете. Солдаты. Эти рандомные люди, которых я случайно зарезал, вышли мне на встречу здесь. Здесь спуки будет в конце. Я вспомнил, это, короче, фильм называется «Беглец». The Fugitive. Да, там главного героя проговаривают к смертной казни за убийство жену, но он говорит, что ему никто не верит. Он, короче, сбегает. Something I did want to show, I definitely want to show on stream is, I did this in my stream recently and a lot of people had never seen it before, but with the revolver you can actually spin it. You can actually spin it in this screen. So just in case you didn't know, you just go into first person view and spin the right analog stick. I was really surprised, I thought most people did know about that, but just in case you didn't, I did want to share that with you. The Japanese, when I hit this body, there's going to be a jump scare, so please just be aware of that. I hope I didn't scare anyone. And that's the sorrow. We use the fake death pill now. Definitely don't press continue. That would be the worst thing ever. And yeah, Zonorous, if you've got anything you want to say, mate, now's a great time. Great. We got one more donation here, and you're probably gonna enjoy this one. So we got $10 by The Lightning Strikes, saying, "Is this Apache Smash? The real Apache Smash? От фальшивой смерти. Теперь нам надо найти Еву в пещере. Где-то тут недалеко. Она нас подлатает. Нам надо остановить шагоход. Иначе он будет запускать ракеты по всему миру. Ну или не по всему миру. Волгина там боеголовок-то вроде раз-два и общался в этой игре. И одну он уже запустил. Из-за чего мы, собственно, и отправляемся на миссию вначале. Ну, после предательства босса. У него вроде еще 2 боеголовки или типа того. И он их хочет куда-то там запустить, чтобы было бум. I assume there's something missing here, something. I assume it means I like round numbers. Big number is now good number. And yeah, with that donation, we just reached $34,000 for Save the Children. So claps in chat for all of you. Thank you so much for raising 34,000. Реализация на русском, потому что мы в России, поэтому на любой версии здесь есть русское название локации и не русское. That's an absolutely ridiculous amount of money. Thank you so much. What I did there was a dive. So we know that the dive in the game will take momentum forward, unlike the PST version, where всем известном городе, где-то в Сибири, где есть крокодилы и джунгли. В общем-то, ничего необычного. Я вспомнил, короче, сцену с того фильма. Там Харрисон Форд бежит, его Томми Ли Джонс с пистолетом настигает, и Харрисон Форд говорит, ну, я не убивал ее, а Томми Ли Джонс, мне все равно. И Харрисон Форд прыгает. И вот тут тоже была сцена, где Оцелот гнался за Снейком и не смог его выстрелить, а Снейк прыгнул. Не прыгай, подумай. Ясно, короче, никто не смотрел «Беглеца». Будем смотреть. Всем домашка посмотреть фильм. Да. Дай-ка рассказать потом. Жду эссе. Подругаем другую коробку. Эта коробка нам понадобится для телепорта позднее. Идем в меню, поэтому переделываем все, меняем нашу коробку А на коробку Б. Технически для укрывания от солдат все коробки работают одинаково, но также каждая коробка позволяет нам некоторые телепорты по Грозному граду делать. И сейчас мы в этой коробке залезем в грузовик, который нас привезет куда-то там в ангар.
And the reason the box Используем B is so коробку important is for this truck right here. If you equip it while you're inside this truck, it'll take you right inside the Shagohod's hangar. It saves like 2 minutes. Really important. Yeah, it's super fast. Like for like my submissions this year, I Прям в really wanted ангар to с work on шагоходом. something new for Metal Gear Solid 3, and the things I Такие worked on дела. was tuxedo and all camos. То есть The по-хорошему things мы I'm planning должны to work on вроде next как-то are туда maybe crop попасть. cap and maybe routing Мы blindfolded уже тут. normal. So look out for that. The Очень быстро. crocodile mask prevents you from using the Да, и box. нам So теперь здесь, нам говорят, Snake, здесь 4 генератора, взорви их, I'm going all the way чтобы back here шагоход because не there's no зарядился. camos in this Топливных room. бака. This Да. cupboard locker here contains the maintenance outfit, and this Я one не here помню уже has точно. the sneaking suit. Слишком много лет было. С тех пор, как я начал проходить следующую часть Metal Gear и не закончил ее. До сих пор подбираем Sneaking Suit, который мы сейчас и будем использовать. Сники-брики. Сники-сники. Volgin can kill you very quickly, and Снижает урон на even with sneaking suit, he 50%. can still kill you very, very Учитывая, fast. что там сейчас драться с So, Волгином, that это just adds a очень little полезно, extra потому layer of что protection. I'm gonna shoot ее the можно fuel легко tank here with a заруинить в non-lethal спидране. weapon. That'll make this guard and all На the other первом guards run экстриме to это a part будет of the очень room where больно. they won't be bothering me anymore, and I can safely plant all the C3 bombs. Там, Yeah, the way that стреляем, works is он there's идет actually a проверять. scientist on the top Пускай level идет. nearby where he shot at, or a mechanic, I should say. And that Начинаем mechanic heard that shot. раскидывать бомбы. And the mechanics have a weird game mechanic in this game where if they hear a shot, they will alert or send every single guard in the room to a caution, and every single guard in the room will go to that position where that mechanic was and investigate it. Which means that every guard in the room is conveniently out of our way. And you can use the box trick to make sure the mechanics never alert on you, and the whole room is easy. Interestingly, this room is actually Короче, much easier у on European extreme механиков, than it is on the easiest если difficulty. когда они слышат звук Because on very выстрела, easy, that trick doesn't work. они начинают алертить вообще всех It's a lot of солдат, mechanics. которые It is a lot of на уровне. И все солдаты на уровне просто Mechanics прибегают have к механику, mechanics. разбираться, в Explain this чем one, boys, дело. 'cause this Это is позволяет нам what вообще без concentrate. проблем это место пройти. Yeah, so coming up is Volgin. Like he said before, he is going to have the non-lethal Volgin because he needs his camouflage. Cold War camouflage is actually really nice too. But yeah, he's going to use the Mosin Nagant for this. The Mosin Nagant is definitely the fastest way to take him out. You only really have like 3 choices anyway, but the Mosin's the best one. Ну, надо He победить CQC slams him to the ground, Вольгина. gets as much damage as him on him as he can while he's Ну, standing короче, up. казуально That тут standing ему up надо animation, атаковать Volgin actually спину, has no потому iframes at что all. So if you could Он shoot иначе him, you could do his электричеством entire отбивает все пули. stamina bar, but that's basically Да. humanly impossible. И он, если он выстрелит в вас электричеством, то у вас взорвутся пули Now he's gonna put on the в оружие. Rykov mask to get Volgin's attention. Вот вторая фаза, переодеваемся в Ивана. Use the, Он такой, о, Mosin Nagant Иван, это again. ты. Ты ли And это? he's gonna switch over to the Mark 22 to do some more damage, and this should put him to Немножко enough его health, so all he отвлечет. needs is a CQC slam. Missed one. Missed that one. Ой, He either needs a CQC Промазал. slam or a Mark 22 shot to pretty much end this fight. Последняя пуля Roll мимо. into him. Oh, Переполняемся. It was that Ого, one missed shot from ого. Mark 22, but Одна тычка осталась. any damage will end this fight. No, he's got the iframe. We should be good here. У него кадры неуязвимости были, когда Райнер захват делал. Got him. There you There you go. go. And that's Cold War. Забавно. Да, униформа, холодная война, очень смешная. That fight gets out of hand so easily. Хорошая Great униформа. offense in this one. Стоит из 2 флагов. Could you tell I was nervous? Советский. Советский, американский. Если Alright, как we're бы к out. советским солдатам повернуться советским guess флагом, они, по-моему, не будут This is стрелять. the bike chase section. Rather than leaving the Вот Rykov такие mask дела. off, I'd just like to give a shout out to ESA. I know we're not there at the moment, but here's where I wish we could all be right now. And I'll put the Sweden face paint on. Он взял Hopefully шведский we're back there фейспейнт. soon. If anyone's ever been to a лицевой, live ESA event, it's a really good time. So так сказать. Отсылка к Shout out месту Sweden. проведения марафона ESA в Мальме. От этого So at this Half point, day you do a in little bit Yorkshire. of chip damage to the как Shadow Швеция. Hod, Ну, yourself и get сейчас over into the fight with здоровенный Shadow. It's not автоскроллер. ultra important, this section. Невероятных There's another масштабов, section coming up минут on на the runway 10, where it's really important to get as much damage as где you Ева can. нас There is a катает по damage поляне. cap, on the Shadow Hod for all this. You can do a maximum of 40% Вот, of its и total health in мы this можем before the нанести fight, шагоходу basically. сколько-то тут урона. So he's gonna try to get as close to that as 40%. he can, but it is pretty tricky. No one can Да, really do it all that максимум. consistently. Но It для этого requires как бы надо очень really постараться quick спамить shooting, good aim, ракетами. and a little bit of luck too.
Да, в общем-то, мы, короче, заложили взрывчатку в ангаре, но шагоход вообще все равно было. Он слишком хорошо бронирован, и он просто вылез из этого ангара. Вот. Еще непонятно, почему шагоход называется шагоходом, хотя по факту это шнекоход, потому что у него шнеки. Пустим. There's an interesting mechanic for in MGS3. It's possible mostly at the beginning of this room. He didn't quite get it, but ooh, let's see if he gets this. Hold on. Oh, okay. There's a funny glitch you can get here where you can see this unskippable cutscene from a different angle. If you hit the Shagohod on a perfect frame with the RPG, but didn't quite work. I think you've gotten that in Marathon before, haven't you? Yeah, I've got it Там once in Волгин Marathon типа so залез в far. шагоход, и сейчас как начнет запускать все две боеголовки. Сначала нас раздавит. Говорят, тут можно непропускаемую катсцену с другого ракурса получить, если поймать нужный фрейм, попасть в него ракетой. Но не попали. Кстати, эти самые экспериментальные танки, которые никогда не пошли в серию. Интересно, откуда о них узнал Кодзима. Такие четырехгусеничные. The game just won't spawn the guards in this room. It's not really useful in the speedrun, but occasionally it happens. It's kind of funny to see. Yeah, if we could work out a way to like consistently get all the guards to not spawn, something like that, that would be awesome. But it's really just, it's not really usable. It's kind of. Ну, кстати, все патроны в этой секции спойлерные, они бесконечны. Now there are a number of RPG guards in the room here. You can see Кстати, one out now. мужики с РПГ He очень does need to take неприятно. every one of them out. They can all hit him, and they will, even with the sneaking suit on, they'll do a lot of damage. You really don't want to mess around with those guys. There's two more. One at the very end of the room that's going to be a big problem. He hasn't gone down. That's a shame. Надпись на номере 0. So now there's going to be one more RPG guy on the roof here. He's going to try to get him with a stun grenade. У Отцелота смешной номер. Обратите потом внимание. I don't think I got him. Yeah, I don't think I got him. Did you not? No, I don't think so. We'll find out. Oh, I did. Oh, you have. Good. And there's one more guy literally right at the end of the room as you're leaving. This guy is super lethal because he'll hit you and you won't have time to do anything about it before. With the no scope. Еще. В конце еще один. Когда раннер смотрит в потолок, игра работает быстрее. Да, поэтому максимально смотрим в потолок. Все, теперь как бы взлетно-посадочный. Вываливаем на вывести шагоход куда-нибудь, уничтожить его. Вот. Сейчас мы вместо того, чтобы бесконечно бороться здесь с мотоциклами, появляющимися, мы просто как бы убьем всех колясочников и оставим только водил, и новые мотоциклы не будут спавниться. Ой. Убивать колясочников. Yeah, it was. I was the person to like kind of alert people to the fact that we could lose time on the bike chase in the first place. But as Major said, like it's kind of boring to just look at the floor. We'd rather look at Snake's flip face with the Swedish face paint on. Все. Теперь наслаждаемся. This camera isn't bad. It's when you use this camera that you lose the most amount of time. It's very, very. Только 4 мотоцикла за вами ездят. Да, тут все погони. Шагоход здесь слишком далеко, и у него даже плоских оппонентов по нему не можем стрелять. Прям как в GTA можем камеру переключать на синематик. Да, вот всю эту погоню, короче, камера обычная, которая она синематическая. Максимально, то есть там такой шоу. An interesting little mechanic that MGS3 has is actually играли у шагохода, увидим, когда босс-файт будет. So it actually does benefit you to wear a good camo for this section, and thankfully the sneaking suit, along with reducing all damage, it's a pretty decent camouflage too. It keeps your camo index pretty high for most rooms. But here's that section I was talking about. This is where the bulk of his damage is going to be done to the Shagohod. He's got about a minute and a half in this room to do as much damage as he can. And it's super weird because when you shoot the RPG too quickly, the hitbox
for the treads, it seems like it gets bigger, or the splash damage combines, or something weird's going on, and you're hitting the treads more often, even if you're not aiming anywhere near them. So you can see there, he's aiming right for the center of the shadow HUD. Sometimes the treads will just register a hit, will slow down, and go way back there, and you can sit there for 10-15 seconds, and that's a lot of damage lost if that happens. Thankfully, it hasn't happened yet. Yeah, if I could just shoot at like maximum like quick reload speed, I would, but it's just going to make the Shago HUD drive back. No matter what, even if I do get him to max damage, I do need to keep interrupting him with RPGs. Every time you hit the Shago HUD, he stops like whatever attack he was about to do. That's really good. That's very near the damage cap. Даже если мы снесем ему все хп, мы просто хотим его постоянно отвлекать от тех атак, которые он хочет делать. Было очень близко, на самом деле, к damage капу. Заминировали мост, взрываем его. Но взорвать последнюю штуку нам надо, когда считается ноускопом, как true снайпер. That just comes with time. If you do this run enough times with the mouse and the gun, you get really used to. И ждем, пока Ева нам скажет. Alright, here's the actual boss. Yeah, this is the real fight. На самом деле просто ждем определенного визуального момента. Пытаемся уронить шагоход в реку, но он не падает, потому что он шагоход. Теперь две фазы. Сначала просто стреляем по шнекам этим. Такая штука называется шнек. Не очень популярное решение для вездеходов, но довольно эффективное. Хотя тут он, конечно, абсолютно смешно передвигается, очень большой скорость. Но в той погоне он был хотя бы обоснование, что у него стоят турбины просто огромные, которые его ускоряют. Ну да, и тут он, конечно, помедленнее будет. Just going into the loop in the first place as well really messes with Eva's AI. She can end up like driving into the Shago HUD and doing all sorts of weird stuff that's not supposed to happen. The Shago HUD can be frozen and doing an attack at the same time. It does cause a lot of issues. So if you lose the loop, that's when things really can start to go wrong in this fight. Если, короче, пропустить цикл, то I'll take that all day. I really will. I'll take that all day. Очень много проблем получить. В принципе, правильно справляется. It's not what we call a Shago God, but не идеально, но достаточно крепко. И вторая фаза, когда Волгин вырезает. Стрелять нам надо стрелять по Волгину. Стреляем в снайпер, потом стреляем в башку Волгину из снайперки. Снотворным, естественно. Еще фреймрейт очень смешной. Кстати, я отвлекся там. Когда он стрелял на бомбу на мосту, он стрелял ноускопом. Или так? Also, да, ноускопил максимально. Потом пришлось целиться немножко. Очередной скроллер. Шагоход уничтожен, но нам теперь надо уехать. Люди на летающих стульях. В принципе, делаем ту же страту. Отстреливаем колясочников, потом смотрим куда-нибудь, чтобы игра шла быстрее. Повышаем FPS. Кстати, немного лагает, несмотря на то, что на PS3 экран на самом деле довольно хорошо работает в HD Collection. Забавно, Snake, конечно. Звучат. Somebody asked for a little something, so here you go. Snake bootleg 2 electric boogaloo. Snake? Snake? Snake! Thanks for that. Your impression's 10 out of 10, mate. Yeah, sorry, you go. You're all good. Yeah, I'm not sure if this is right. one of your inside jokes on the game, but if it is, feel free to explain. But we got $10 from Tasty saying, shout out to Bobby Marth. Bobby Marth is one of my best friends in real life. There we go. And the final one, we got $5 here by Press X to Jason saying,
this boss is called the boss. Now, this boss is coming at the end of the game, but it's not the end. That's a different boss who has already met his end. So thanks everybody for the donations. And actually, we're only $5 away from reaching 34,100. So looking at you, Конфузные донаты, что последний босс в игре это босс, но босс, но говорит, в конце босс, end босс это не end босс, это типа end, которого мы уже победили, который уже получил свой end. Да. Непереводимая игра слов. Стреливаемся от летающих стульев. Такие ведьмины ступы, да. Баба-яга. Костяная нога. Получается, тут есть ступы, в Metal Gear есть ступы и есть домик на курьих ножках. Вот это, конечно, максимально славянская мифология, пыльцина вор игры. Кстати, прошлый буссфайт, он закончился тем, что начался дождь, и Вольт мне сказал, что да, вообще-то маленький дождик никого не напугает, его убивает молния. Скибли по парам. Все. И она его поджаривает. Usually runners use that as a safety method in this room if they don't have access to the sneaking suit. Eva is letting us know there that there's a log coming up, so if we go into that log, we take quite a lot of damage, so we always want to take that out. For a second, I thought that guy was going to crash into you too. Yeah, three is unheard of. Getting hit twice isn't unheard of, but 3 would be ridiculous. Very, very rare. But, you know, we're just tanking them. We're tanking these incoming explosions. Лазарева север. Чё, блин, еще один кусок. Я уж думал, это, наездились. Read some donations, this is a good moment. Let's see. So I just read all of them, but what I haven't talked about in a hot second is, by the way, that if you donate, there are some very cool prizes that you can win. For example, our grand prize is, and I can't believe that I'm actually saying this, but our grand prize is a Sony PlayStation 5, including Rift Apart Ratchet & Clank the game. You get a chance to win this grand prize with a minimum donation of $50, and that can be cumulative throughout the event. So if you just want to donate $5 10 times in a row, then that will also work just fine. And I guess at this point, like, gambling your chances on our PS5 is probably equally than finding one anywhere else. So, you know, if you have the money, please feel to try it if you want. Yeah, just think if you get a PS5 as well, like you'll be able to beat all the speedrun records because it'll load your games faster if you speedrun PlayStation games. Exactly. Get first place on the leaderboard. Yeah, that'd be interesting, right? We also got something that I think is very, very cool. We got a Покупайте PlayStation 5 для более быстрых спидранов игр на PlayStation 4. This is the ride made by a Spicy Frog. It is ESA themed with like Просто по загрузочкам. Theming, and also the logo is directly on the controller. It is like super, super cool. That's a $30 minimum donations. And from our sponsor ViewSonic, also some very cool monitors for $25 and $35 respectively. You can check out all these prices if you want to know some more information by typing in chat !prizes, or you can go to prizes.esamarathon.com. So yeah, место, откуда мы должны get a chance to win of these cool prizes, feel free. Тебя спасать, до точки эвакуации добежать, короче. Вот, и теперь на нас еще висит Ева, поэтому накормим ее лапшой, которую она нам дала, вылечим ее от ран. Before you would have to feed her at the beginning of the second room, but if you feed her now, her stamina is just high enough to get her through both areas without needing to double back. And knocking down. Ева, кстати, очень рандомная. You could say it loses time. Может, немного ран. But Apache does it anyway.
I just thought she could take a break. No, she doesn't take any damage from Snake in that room. Мы, кстати, можем проверить ее, когда мы хилим. У нас же есть вот этот режим медика, и мы можем проверить статус Евы. Посмотрите историю болезни, там, например, подсказки, что у нее в истории болезни есть, например, сломанный ноготь или увеличение груди. Oh, you almost got left side tree. So this is this thing that doesn't even save time, but like we always want Eva to go to the left side of the tree, but it's like she's hard coded to never go that left side of the tree. So sometimes she'll walk right up to the edge of it and then just turn right. She'll almost go out of her way to not walk the left side of it. But nevertheless, I always go for it. Eva likes to take some wild lines if you let her. Yeah, if you get too far away, she'll just take some crazy lines. Like, there's one really bad one in the next room. I'm not sure if I should jinx it, but I'm going to. In the middle of the next room, there's a hill that you have to jump off, like a little cliff or whatever. If you jump off it in the wrong way, Eva will just walk right back to the beginning of the room. And it can happen multiple times back to back. We have no idea what causes it either. Like, so we can't может сломаться like, немного plan Ева, around it. We она just all может, have to live in fear. короче, That у нее может at сломаться any искусственный point, интеллект, our она run может could be, побежать like, до начала ended by уровня, Eva. это очень большая проблема. Right, I call Нет, Eva. Basically, I'm нужно trying to get over просто to that ранее gap эту in игру the знать, tree что Ева может просто to решить, stop these two что guards. рано не будет. If I miss any of these shots, like if I shoot the wall or something accidentally, I'll get a continue here. Это так When these всегда guards turn женщина. now, if they turn, they won't be able to see me. They can't see me through that gap in the tree. Происходит. As far as their vision's concerned, it's a big solid object. It's also something similar I did with the tanks earlier, where I was like basically at the edge of the tank and I could see the guards over it, but they couldn't see me. But yeah, last Можно room ли of делать guards, so let's just искусственное live in дыхание в fear этой of игре? the Eva glitch where she walks back to the Ранения, start которые of the level. делают в этой игре, они Thanks for that one, несовместимы. Major. Если типа No problem. делать I'll какие-то take full ранения, то responsibility. If she does несовместимы с that, I will жизнью. just fake Сливаем death pill and Ранения, для которых but нужны like искусственное дыхание, да, theoretically, it совместимы could с just keep жизнью. happening. Тут таких нет ранений. It's super rare. It's Да. super rare. But It's rare, but it's happened to me multiple times in a run before. Both Apache and I Там, have теоретически both они в lost пещере world могли records. заниматься искусственным дыханием. It's really annoying when it happens because this is right at the end of the game. Там не особо here понятно. we go. Она очень странная катана. No, we're good. Да. We're good. Let's go. We get So to it's finish right- the run, boys. По-моему, It's это right была there. She отсылка just к walks back to the Остапалу. start of the level, and Кстати, you've already jumped off the ledge. You can't сцена. call her or anything. С игрой Right, we got теней. one more camo to get. It is the bosses, which is in the next Всё room. возможно. The boss is it's a tough little fight. I have to В общем, kind of просто react to what she поражаемся does to me in order фильмографией to do it фильма. properly, so I will just be quiet for all of it. Все фильмы снял он сам. Yeah, as he said, Фильмография, this ну is да. the boss, the final boss. This is the one at the Ну, end of the этому game. тоже. The boss is always going to start the Скоро fight with a снимет. CQC charge. Он же So, что-то вроде там pretty хотел. simple. Just press circle to parry it once you Нет. hear Snake's little Да, run. директор You can use скат Q if you этого. like. Дестрендинга. From there, Все. you Финальный can shoot her босс. right in the face The with the boss. gun, do quite a lot of damage to her. И у нас тут КТшки. Slammer, and then he's gonna Встречаем look up and босса, throw она a нам stun рассказывает grenade. And про this is basically the premise of the loop. He's gonna keep doing that cycle какая тяжелая жизнь вообще штука. until she's dead. И, несмотря на все, не обязательно вообще сражаться, но на самом деле здесь есть место только для одного Снейка. Now you'll notice that he's waiting a couple of seconds before going for those headshots after each cycle. The reason for that is because if he shoots right away, the boss will just fall over. She'll get iframes, and then she'll totally lose the loop, and she'll try to shoot at you and stuff, and that's really not fun. Дикий Запад здесь. So you can only do that cycle so many times. Дикая She just Россия. becomes immune to stun grenades, and that's when he runs away, baits her into charging and doing another CQC. Oh no. И мы берем. Yeah, baits her into doing another CQC charge, and then just finishes her off with our 2 shots and a slam, and that's it. GG. Да. GG. There's a unskippable cutscene and one more ocelot duel. That's it. Yeah, so I normally like to say my goodbyes here because there's an unskippable cutscene here, but it's not actually the end of the run quite yet. So thank you so much to ESA for having me here again, running Metal Gear Solid 3. It was a lot of fun to practice this run and learn it for this event. Shout out to everyone who's Конец рана это последний инпут. Ну, технически конец рана это когда мы в слота будем Thanks, Major, for coming. В летающем транспорте стрелять.
Короче, вот эта хрень, это куча денег, as типа. well. I think this is the first time I've had you come on one of my runs. Биткоины. You're excellent, mate. Thank you. Yeah, thank you. Thanks for having me. It's great. Yeah. So if you want to learn how to speedrun any of the Metal Gear games, from any game's got the name Metal Gear in it, умрет, но как бы, как кажется, потом не совсем умрет, точнее умрет, но и не совсем дадут. metalgearspeedrunners.com, we have a wiki that will show you. Ну, скажем так, босс умрет, но память о ней and it будет also жить. has a link to our Discord, Да. which you can join И, if you want to в speak with, конце концов, Metal Gear fans and learn how to run these games from there. Джек никогда не Literally anyone in смирится the с world её can смертью. do this. Like, it's not some sort of secret talent. You don't have to be born with the skill to На be able to самом speedrun деле, these games. It just takes a lot в of этой practice. сцене не And if you умирает ни enjoy these босс, games но already, that's all you need to start with. именно в этот момент он понимает, Становится что... боссом, промоутится. До биг босса. Alright, just one more duel with Ocelot, and so time is coming up Это on the очень last shot грустный of момент. my revolver, and I will call it out. Немногие могут выстрелить, тут, и игра потом сама стреляет, но раннер просто мешает кнопку. Хочет быстрее убить босса. Он делает это много раз. И финальная сцена нас догоняет Оцелот. Говорит, давай играть в вертолетная по стрелушке. Да, мы сваливаем на экраноплане, устраиваем бой с ним там. Большое раскулачивание. И он предлагает построить, вернее, дуэль ковбойскую. Надо выбрать один из двух пистолетов, в котором будет, в одном из них будет пуля. Но VR выставлен, потому что он говорит, что VR 1.31, но как бы это не VR. И вот это, может быть, был VR. Хотя, нет, не может быть VR, потому что у нас не должно быть пускаунда. Вот вообще, как бы, таймер в МГСах, он обычно кончается после титров, когда вам дают ранг. Когда вы делаете последний сейв. Это классический японский тайминг, типа в персоне такая же фигня была. Тайминг кончается на последнем инпуте, и типа последний инпут это последний сейв, а не вот эта секция со слотом до марафона. Типа сидеть 7 минут, смотреть титры, это такое себе. Мы даже, может, не узнаем, какой у него ранг, но, скорее всего, не фокс аккаунт. Было 2 или 3 за континью. Я думаю, они донаты почитают. It is a time to go now. We will be heading into a very quick intermission, and when we come back, we get to see Pikmin 2 by Jack Draz. So please don't go anywhere. Get a drink, grab a snack, and yeah, we will be right back. И ран заканчивается. Have you checked out speedrun?